Кимчи — это главное блюдо корейской кухни, которое всегда присутствует на столе в каждой корейской семье. И те из вас, кто смотрит меня давно, знают, что рецептов кимчи существует более 200, и делают его не только из пекинской капусты, но и из редиса, листьев кунжута, лука, батата, огурцов и так далее. Список очень длинный. Ну и как вы уже поняли из названия, сегодня мы с вами приготовим кимчи из белокочанной капусты. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, сегодняшнее кимчи называется Янпэчу кимчи, что дословно переводится как кимчи из белокочанной капусты. И многие считают, что такое кимчи неправильное, но это не так. В Корее такое кимчи тоже делают, оно, конечно же, не такое популярное, но его тоже любят и едят с удовольствием. В детстве я помню в основном только такое кимчи и ел, потому что было очень сложно достать пекинскую капусту. Но позже ситуация, конечно же, изменилась. Однако белокочанная капуста стоит дешевле и многим нравится больше, поэтому устраивайтесь поудобнее, ну а я приступаю к готовке. Итак, первым делом займемся капустой. Я взял большой качан весом 3 килограмма. Нам нужно разрезать его пополам и потом желательно на четверти. Теперь нам нужно на всех частях срезать кочерышку. Далее все, что нам нужно сделать, это нарезать капусту на небольшие кусочки. Листы белокочанной капусты очень плотно друг к другу примыкают, поэтому рекомендую в процессе сразу расслаивать капусту, чтобы в дальнейшем она лучше и равномерно просолилась. Теперь перекладываем нарезанную капусту в большой таз, посыпаем 1 стаканом соли, заливаем примерно 1 литр воды и хорошо перемешиваем. Соль подойдет любая, но считается, что морская лучше всего подходит для кимчи, поэтому если есть возможность, используйте морскую соль. Теперь немного утрамбуйте капусту и оставьте на 2 часа, но через каждые 30 минут обязательно перемешивайте. Так она равномерно просолится. Теперь подготовим остальные овощи. Начнем с репчатого лука. Его просто нарежьте на небольшие дольки, чтобы их потом было проще засунуть в блендер и измельчить. Зеленый лук просто режем на кусочки длиной 3-4 сантиметра. Имбирь тоже нарезаем на небольшие кусочки. Его тоже будем измельчать в кашу. Тем временем прошло полчаса. Нужно перемешать капусту. Рекомендую делать это в перчатках. Старайтесь хорошо все перемешать. Напоминаю, перемешиваем так каждые 30 минут. Теперь в блендер складываем нарезанный репчатый лук, имбирь, 15-20 зубчиков чеснока и теперь все перемалываем до однородной массы. Просто в кашу или пюре. Друзья, если вдруг у вас нет блендера, то ничего страшного, возьмите очень мелкую терку и натрите репчатый лук и имбирь на ней, а чеснок можете измельчить с помощью чеснокодавки. Далее приготовим пасту для заправки кимчи. В кастрюлю вливаем 500 мл воды, добавляем 4-5 столовых ложек сахара, 2-3 столовых ложки клейкой рисовой муки. Если вдруг у вас ее нет, то добавьте обычной пшеничной и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Муку мы добавляем для загущения, чтобы паста была немного густоватой и хорошо налипала на капусту и она равномерно мариновалась. Включаем плиту и доводим до загущения. Обратите внимание, какая должна получиться консистенция. Даем ей немного остыть. Друзья, если не любите сахар, то его можно заменить на сладкое яблоко либо грушу. В предыдущем рецепте я как раз показывал вариант с грушей. Также сахар можно заменить на 6-7 столовых ложек сливового сиропа. Тем временем прошло полчаса. Нужно перемешать капусту. Теперь в глубокую емкость перекладываем кашицу. Добавляем овощи, измельченные в блендере. Всыпаем 1 стакан молотого красного перца качукару. Далее добавляем 70 мл рыбного соуса. Если нет его, замените на соевый. Но рыбный соус достаточно уникальный, и без него кимчи получается неполноценным по вкусу. Поэтому рекомендую купить именно рыбный соус. После этого хорошо перемешиваем, получается ярко-красная перцовая каша. Тем временем наша капуста просолилась. Стала мягкой. Теперь нам надо хорошо ее промыть 3 раза под холодной водой. Напоминаю вам, что мы в течение 2 часов перемешивали ее 3 раза.
каждые 30 минут. Друзья, данный этап очень важный. Если вы не промоете капусту, то она будет слишком соленой и плохо будет ферментироваться. Поэтому не забудьте ее промыть 3 раза. Теперь к промытой капусте добавляем нашу перцовую пасту. Нарезанный зеленый лук. И теперь хорошо перемешиваем. Рекомендую делать это руками, надев предварительно перчатки. Так вы равномерно распределите пасту по всей капусте. Смотрите, какое красивое кимчи получается. Теперь перекладываем капусту в герметичный контейнер, желательно с прессом. Хорошо утрамбуйте капусту, накройте крышкой и дайте ей постоять при комнатной температуре 36 часов. После этого, не открывая, перемещаем кимчи в холодильник и даем ей настояться еще 4 дня. После этого можно контейнер открыть. Друзья, у меня стакан объемом 200 мл, и всегда измеряйте дозировку перца в стаканах. Я рекомендую на 2 кг капусты добавлять 1 стакан перца. Если же вы любите поострее, то можете добавить 2 стакана. Обычный красный молотый перец не подойдет, нужен именно корейский качукару. Именно он даст правильный вкус и цвет. Найти его несложно, на маркетплейсах он продается как перец для кимчи, и он бывает как корейского, так и китайского производства, на вкус одинаковый. И я рекомендую средний помол. Смотрите, когда я надавливаю на капусту, видны пузырьки. Это значит, что капуста прошла ферментацию, и у нас получилось отличное кимчи. Подавайте на стол в качестве закуски к главному блюду. И приятного вам аппетита! Друзья, как вы видите, процесс приготовления не сильно отличается от любого другого кимчи, однако есть небольшие, но важные нюансы, которые я и показал в этом видео. Это не самое популярное кимчи в Корее, однако оно существует, поэтому обязательно попробуйте. Вкус, конечно же, отличается от привычного нам кимчи из пекинской капусты, однако тоже получается очень вкусно. Надеюсь, видео вам понравилось, и вы обязательно поддержите его лайком, также подпишитесь на канал, если еще не подписаны, ну и не забудьте в комментариях написать свои впечатления. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким, спасибо вам большое за просмотр, ну и всем пока!